Андрей замер на пороге собственной квартиры, ощущая странную пустоту внутри. Сквозь щель под дверью доносились приглушенные звуки из спальни, сдержанный смех, шепот, скрип кровати. Любой другой мужчина на его месте почувствовал бы ярость, ревность, боль. Но Андрей стоял, словно парализованный, и в его голове звучал только один вопрос, заглушающий все остальное. Где Клара? Что с ней? Мысли путались, в висках стучало. Он медленно повернул ручку и вошел в прихожую. Воздух в квартире пах чужим парфюмом. Он прошел в спальню и остановился на пороге, наблюдая, как на кровати метнулись две фигуры. «Вот, значит, как», — прошептал он, и эти три слова прозвучали как приговор. Дальнейшее происходило будто в тумане. Он схватил незнакомца за шиворот, с силой выволок из квартиры и захлопнул дверь. Вернувшись в спальню, он смотрел на жену с таким ледяным спокойствием, что у нее по спине пробежали мурашки. «Собирай вещи. Исчезни». Его голос был тихим, но в нем звенела сталь. «Если появишься на горизонте, пожалеешь. О разводе позабочусь сам». Он не стал прикасаться к ней, брезгливость оказалась сильнее гнева. Но когда она ушла, он методично, с каким-то почти ритуальным спокойствием, собрал все ее вещи в мусорные пакеты и выбросил в контейнер во дворе. Последующая неделя прошла в алкогольном угаре. Он пил, пытаясь заглушить голос совести, но образ Клары преследовал его неотступно. В полубреду ему чудилось, что он слышит ее тихое мурлыканье, видит, как по краю кровати скользит знакомый белый хвост. Именно в один из таких моментов прозрения, сквозь похмельный туман, в его сознании вспыхнула спасительная искра надежды. А вдруг она выжила? Эта мысль заставила его прекратить запой. Он побрился, переоделся и сел в машину. День за днем он объезжал тот самый злополучный участок трассы, показывая случайным прохожим фото Клары на телефоне. Но все пожимали плечами, никто не видел белую пушистую кошку. В машине, глядя на пустынную дорогу, он анализировал свою жизнь. «Как я мог так поступить?» Мысленно кричал он сам себе. «Почему я не выгнал Ирину сразу, когда она впервые с усмешкой сказала: или я, или этот кот? Как я вообще мог мечтать о детях с женщиной, способной на такую жестокость?» Но, трезво поразмыслив, он понял, винил он себя. Всегда. С детства он мечтал о двух вещах: о большой дружной семье, где пахнет пирогами и звучит детский смех, и о кошке. Пушистые питомцы всегда были в его жизни, они встречали его с работы, грели ноги холодными вечерами, слушали его задушевные разговоры. А вот с семьей не складывалось. Клару, белую как снег, с глазами цвета изумруда, он подобрал на улице еще котенком до встречи с Ириной. И с самого начала почувствовал исходящую от женщины холодную неприязнь к животному. Она лишь терпела кошку, и в ее глазах читалось раздражение, когда Клара прыгала Андрею на колени. Он видел это, но предпочитал закрывать глаза, опьяненный страстью и надеждой на создание той самой семьи. Ирина мастерски манипулировала им. «Пока в доме эта кошка, не жди от меня детей. Ты выбираешь между ней и продолжением рода». И он, одурманенный мечтой о ребенке, сделал свой страшный выбор. Теперь он понимал, детей она и не собиралась ему рожать. Он сидел в тишине опустевшей квартиры, и эта тишина давила на уши. Он предал единственное существо, которое любило его безусловно и верно. И это знание жгло его изнутри. Тем временем, месяцем ранее, Ольга возвращалась с работы домой в свою деревню. Начинался осенний ливень, за окном машины медленно ползли в вечерней пробке. Уставшая после долгого дня,
Она смотрела в окно и вдруг заметила обезумевшее от страха белое создание, которое металось между колес машин. Худая, промокшая насквозь кошка жалобно мяукала, пытаясь найти укрытие. Боже, а она же погибнет. Сжалось сердце у Ольги. Внезапно поток машин встал, и кошка оказалась прямо у ее пассажирской двери. Не раздумывая, девушка распахнула дверь и тихо позвала: «Кис-кис-кис». «Иди ко мне, бедняжка». Испуганное животное замерло, затем робко подошло и прыгнуло в салон. Дома Ольга отмыла свою находку, накормила и устроила на мягком лежаке. «Откуда же ты, красавица?» Ласково говорила она, гладя шелковистую белую шерсть. «Ты так похожа на аристократку. Тебя бросили. Неужели кто-то мог так поступить?» В ответ кошка смотрела на нее умными, полными благодарности глазами, в которых стояла неизбывная грусть. «Все с этого дня начинаем новую жизнь», — объявила Ольга. «Назову тебя Луной. Ты белая, пушистая, как полная луна». «Согласна». Луна в ответ потерялась щекой о ее руку, громко замурлыкав. «Я работаю в городе», — объяснила девушка, «так что тебе придется скучать одной. Но я буду приезжать каждый вечер и привозить тебе лакомства. А в выходные мы будем гулять, и ты будешь настоящей королевой». Прошло 3 месяца. На работе начальник Андрея, видя его истощенное лицо и потухший взгляд, вызвал его к себе. «Андрей, ты похож на призрака. Я все знаю о твоей ситуации. Бери отпуск. Месяц. Поезжай на мою дачу, подыши воздухом, приди в себя». Он протянул ключи. «Только, чур, никаких глупостей». «Спасибо», — глухо ответил Андрей. «Боюсь, самые большие глупости я уже совершил». В одно из первых утра за городом Андрей вышел на прогулку. Воздух был свеж и прозрачен, над полями стелился легкий туман. Он шел, почти не глядя по сторонам, погруженный в свои тягостные мысли. В это же время Ольга, жившая по соседству, собралась в лес за грибами. На Луну она надела шлейку, и они неспешно вышли за калитку. Вдруг кошка замерла, как вкопанная. Ее уши насторожились, ноздри расширились, ловя знакомый родной запах. Она напряглась, и Ольга едва успела среагировать, как Луна с силой рванула вперед, вырвала поводок и помчалась по дороге. Девушка бросилась вдогонку и увидела потрясающую картину. Высокий мужчина стоял на коленях посреди дороги, прижимая к груди счастливую кошку, которая громко мурлыкала и терлась о его щеку. «Эй, что вы делаете?» Испуганно крикнула Ольга. Андрей поднял на нее заплаканные глаза. «Прошу прощения. Это моя кошка. Моя Клара. Я бросил ее здесь 3 месяца назад. Грехи замаливаю. Думал, не переживу этого». Его голос срывался. Он рассказал ей всю свою историю. Ольга, слушая, не могла сдержать слез и от жалости к нему, и от радости за Луну Клару. С этой удивительной встречи началась их новая общая жизнь. Андрей и Ольга стали проводить вместе все больше времени, и их объединяла не только общая боль, но и любовь к вернувшемуся другу. Через год они поженились, а еще через 9 месяцев в их доме раздался детский смех. И самой первой нянькой для малыша стала Клара Луна, мудрая, терпеливая и безгранично преданная. Она не отходила от колыбели, словно понимая, что теперь ее семья наконец-то обрела настоящую, долгожданную полноту. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!